Здравствуйте, друзья! Загадочный шар семьи Бетс. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Любой загадочный объект, падающий с небес, всегда поднимает много шума. Еще больший ажиотаж вызывают различного рода находки, являющиеся, по мнению уфологов, продуктами внеземных технологий. Именно к таким находкам и принадлежит знаменитая сфера Бетсов, названная так по фамилии семьи, ее обнаружившей. 26 марта 1974 года семья Бетс осматривала повреждения, оставленные на их землях недавним лесным пожаром. Ферма Бетсов находилась недалеко от Джексонвилля, штат Флорида. Во время осмотра они нашли полированный металлический шар диаметром 20 и 22 см, весом 9,67 кг. Никаких швов или вмятин на нем не было, если не считать небольшой треугольной отметины размером 3 мм. Если он и упал сверху, то с очень маленькой скоростью, поскольку не образовал кратера и не зарылся в грунт. Пожар не оставил на нем никаких следов. Глава семейства прихватил шар домой, где он и провалялся следующие 2 недели, как самый обычный кусок железа. Но когда младший сын Уэйн решил развлечь свою подружку игрой на гитаре, обнаружилось, что сфера реагирует на звуки. Таинственный шар начал вибрировать, как камертон, и издавать странные пульсирующие звуки в ответ на определенные ноты. Впоследствии глава семейства рассказывал, что больше всего это напоминало звучание гавайской гитары, но в то же время сильно отличалось от него. Вскоре Бетсы обнаружили, что металлический шар умеет самостоятельно перемещаться. Безо всяких внешних воздействий он начинал вдруг кататься по полу комнаты, в которой находился, причем траектория его движения обычно представляла собой ломаную линию. При этом сфера могла замереть, а через какое-то время продолжить движение. Но больше всего поражало то, что она никогда не сталкивалась с препятствиями. Она либо обходила их, либо останавливалась и начинала движение в обратном направлении. Оказалось, что шар реагирует на погодные условия. В ясные дни он катался активнее, чем в ненастные, и с теневой стороны комнаты часто скатывался на солнечную. На искусственные источники тепла, вроде нагревателя или паяльной лампы, он не реагировал. Понаблюдав за шаром, семья Бетсов решила рассказать о нем общественности и найти ученых, которые разгадали бы тайну. Сначала они позвонили в местную газету. Редакция прислала на ферму фотографа Лона Энгера. О том, что было дальше, Лон рассказал так. Миссис Бетс сказала, чтобы я положил шар на пол и толкнул его. Он немного прокатился и замер. Что дальше? Она говорит, подождите немного. Шар повернулся сам, перекатился направо около 1 метра 20 сантиметров. Остановился, потом снова повернулся и, прокатившись налево около 2,5 метров, описал большую дугу и возвратился прямо к моим ногам. Энгер, вернувшись в редакцию, написал сенсационную статью. Вскоре о шаре в доме Бетсов заговорила вся страна. Ферму осадили репортеры. Военные и уфологи, в свою очередь, тоже отдали должное этой истории. Представитель ВМФ Крис Бернингер заявил, что в его присутствии шар тоже катался, как ему хотелось. По ночам в доме Бетсов стала раздаваться странная музыка, похожая на орган или что-то в этом роде. Двери начали распахиваться и захлопываться сами по себе в любое время дня и ночи. Семейство решило, что этот шар надо передать представителям ВМФ США для более подробного исследования. Специалисты ВМФ установили, что сфера состоит из сплава углеродистого железа и никеля, то есть по сути из нержавеющей стали. Ближайший ее аналог сплав 431 для работ в условиях высокой температуры, максимально устойчивой к коррозии.
Однако соотношение компонентов не соответствовало ни одному земному аналогу. Шар оказался полым, толщина его стенок колебалась от 1,09 до 1,14 см. Используя мощный рентген, военные обнаружили, что внутри сферы находятся еще два объекта тоже сферической формы. Эти объекты были как бы примагничены к внутренней поверхности сферы и не отрывались от нее, поэтому при потряхивании не было слышно никаких звуков. Шар оказался нерадиоактивным. Военные хотели распилить его, но бетцы отказались дать согласие на вскрытие и потребовали шар назад. Поскольку находка не была опознана военными, бетцы решили, что это может быть инопланетный прибор. Как раз в то время желтая газета National Enquirer объявила, что она заплатит $10 000 за лучшее научное доказательство существования НЛО и $50 000 за доказательство, что НЛО имеют инопланетное происхождение. 20 и 21 апреля 1974 года шар оказался в центре внимания комиссии, которая должна была решить судьбу обеих премий. Семья Бетцев решила предоставить шар газете, надеясь выиграть неплохую сумму, а заодно провести дополнительные исследования находки за счет журналистов из самой многотиражной газеты США. Исследовав сферу со всех сторон, эксперты установили, что это нечто гораздо более сложное, нежели просто металлический шар. На звук таинственный объект реагировал вибрацией, вероятно, каким-то образом связанные с его перемещением. Эти перемещения носили неупорядоченный характер. Он как бы бесцельно катался во все стороны, время от времени ненадолго останавливаясь. Когда шар поместили на стеклянную плиту, один конец которой был слегка приподнят, можно было заметить, что предмет как бы исследовал нижний край плиты, после чего, вопреки всем законам гравитации, начал медленно катиться вверх по склону. Бренда Салливан, научный сотрудник географического общества в Арлингтоне, заявила следующее. «Я полагаю, что подобные предметы свидетельствуют о некогда существовавшей на нашей планете высокоразвитой цивилизации, о которой мы ничего не знаем». У другого американского исследователя, Джея Бреннана, было несколько иное мнение. Он считал, что такой объект вполне может быть зондом, оставленным инопланетным разумом для отслеживания процессов земной эволюции. Денег бетцам не дали, так как они не могли доказать, что шар имеет какое-либо отношение к НЛО. Зато член комиссии профессор гражданского строительства в Калифорнийском университете в Беркли Джеймс Хардер, имеющий огромный авторитет среди уфологов, произвел некие расчеты и заявил, что внутреннее содержимое шара состоит из элементов, которые намного тяжелее всего, что известно современной науке. В природе самый тяжелый элемент – уран с атомным набором по таблице Менделеева 92. Также люди научились синтезировать элементы с номерами до 118. Но внутри сферы бетцев, по словам Хардера, содержится неизвестный земной науке элемент с атомным номером 140. 3 года спустя, на Международном конгрессе по НЛО в Чикаго, 24 июня 1977 года, Хардер запугал всех. Если только просверлить в шаре дырку, внутри произойдет цепная реакция, и он взорвется, как атомная бомба. Кроме того, может быть, он все еще находится под присмотром инопланетян, и те могут сурово покарать покусившихся на их прибор. От попыток вскрыть сферу решено было отказаться из соображений безопасности. Решили позже изучить сферу более детально. Однако планам ученых не суждено было сбыться. К тому моменту Бетцу всей семьей бесследно исчезли вместе с шаром. Длительные поиски ни к чему не привели. Версий, куда они делись, много. От правительственных спецслужб до опять-таки пришельцев, которые вернулись за своим имуществом. Где сейчас лежит загадочная находка и чем она была на самом деле, так и осталась тайной. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно.
А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.